Новый год в России. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на новогодний выпуск подкаста Russian in Context с Инной и Ириной. Сегодня вас приветствует Ирина. Подкасты Russian in Context предназначены для слушателей со средними знаниями русского языка. Кроме прослушивания подкастов, мы предоставляем вам массу других возможностей изучения русского языка на нашей веб-странице www.russiancontext.com. На страницах Фейсбука, Инстаграма и Телеграма мы предлагаем грамматику, лексику, цитаты, пословицы и поговорки, анекдоты и многое другое. Ну что, начнем? Так быстро пролетел этот год. Надеюсь, он принес вам много хороших и незабываемых моментов, несмотря на то, что для многих из нас он был непростым. В последние дни перед Новым годом я испытываю легкое волнение. В голове прокручиваю события уходящего года и вспоминаю счастливые моменты. Подвожу итоги своих планов, которые были задуманы на этот год. Подвожу итоги своих достижений, а также неудач. И надеюсь на то, что Новый год будет еще удачнее и намного лучше. А каким был этот год для вас? И как вы встречаете Новый год? Сегодня мы поговорим о праздновании Нового года в России. Многие народы отмечали раньше и отмечают сейчас Новый год весной. Это связано с определенными природными явлениями, иначе говоря, с природными феноменами. Начало года, а именно 1 января, было официально утверждено в 45 году до нашей эры в Древнем Риме. А в России только в конце XVII века начали отмечать этот праздник вместо 1 сентября, 1 января. Как и в большинстве стран, Новый год в России празднуют до сих пор с 31 декабря на 1 января. Здесь Новый год встречают 11 раз. Это зависит от того, что некоторые территории государства находятся в разных часовых поясах или часовых зонах. Ну, а как же без новогодних традиций и атрибутов? Они до сих пор остались неизменными. Я хочу сказать, что они совсем не изменились. Среди них есть как заимствованные, то есть пришедшие из других культур, так и типично русские традиции. Ёлка, Дед Мороз и Снегурочка, поздравления и подарки, новогодний стол с традиционными блюдами, а также использование пиротехники, петард, ракет, фейерверков и бенгальских огней. Думаю, вы слышали, что в России вместо Санта-Клауса существует Дед Мороз. Его прообразом, то есть прототипом, являются Святой Николай и один славянский фольклорный персонаж. Дед Мороз – это старик с длинной белой бородой, в шубе красного, синего, белого или голубого цвета. Он носит валенки, шапку и рукавицы, а в руках у него посох. Посох – это, говоря уж совсем на простом языке, палка. Дед Мороз передвигается с места на место в санях с тройкой лошадей. Точнее говоря, у него сани и 3 коня. В новогоднюю ночь он приходит во многие дома и приносит огромный мешок с подарками для детей. Чтобы получить подарок, дети читают Деду Морозу короткое стихотворение.
или поют новогоднюю песню. Часто они исполняют песню «В лесу родилась елочка». И мне не раз приходилось ее петь в детстве. Конечно же, Дед Мороз, имея тяжелый мешок с подарками, очень нуждается в помощи. Поэтому у него есть помощница, его внучка Снегурочка. Снегурочка охотно помогает своему дедушке. Это типичный русский персонаж, который появился официально в 1937 году. Возможно, ее прообразом, или, как я говорила выше, прототипом, является персонаж народной сказки «Девочка из снега». А теперь к новогоднему столу. Что же вкусненького готовят хозяйки на кухне? Новогодний стол не обходится без традиционных салатов, таких как салат оливье, селедка под шубой и мимоза. На стол подают также холодец, заливную рыбу, мясо утки или курицы, а также бутерброды с икрой или со шпротами. В советское время новогодними атрибутами стали мандарины и шампанское, которые должны быть и сейчас на каждом столе. А теперь давайте посмотрим, что же происходит в каждом доме за несколько минут до того, когда куранты пробьют полночь, то есть 12 часов. Куранты – это большие часы на башне или большие комнатные часы. За 5-10 минут до наступления Нового года люди собираются перед телевизором и смотрят поздравительную речь президента. В полночь звонят куранты. Они символизируют начало следующего года. В этот момент вы услышите звук бокалов с шампанским и поздравления «С Новым годом!». В эту ночь люди строят планы на следующий год, мечтают о том, чтобы наступивший год принес счастье и удачу. Многие люди верят в особые новогодние приметы и загадывают желания во время звона курантов. В новогоднюю ночь существует традиция слушать новогодние песни, смотреть праздничные концерты или фильмы. Если кто-то празднует Новый год в веселой компании, то через несколько часов, если не страшны холод или мороз, можно отправиться к центральной площади города. Там, в самом центре, стоит огромная, украшенная шарами и игрушками городская новогодняя елка. Народ гуляет, поет и танцует около елки. Иногда и здесь появляется Дед Мороз со Снегурочкой, и праздничное настроение продолжается. Тот, кто в эту ночь решил остаться дома, сидит еще долго за столом и смотрит какой-нибудь новогодний концерт или фильм по телевизору. На следующий день празднования, конечно же, продолжаются. На стол выставляются все блюда, которые не были съедены в новогоднюю ночь. Каждому гостю здесь также очень рады. Надеюсь, и вы проводите уходящий старый год и встретите с радостью и новыми надеждами Новый год. Спасибо вам за то, что вы слушаете наши подкасты и следите за новой информацией на страницах Инстаграма, Фейсбука и Телеграма. Спасибо вам, что бываете на нашей веб-странице www.russiancontext.com. Дорогие друзья, мы желаем вам в новом году здоровья, счастья, любви и чтобы ваши планы и желания сбылись.
Оставайтесь с нами в новом году. Слушайте нас, изучайте русский язык вместе с нами. В этот момент, за несколько часов до Нового года, я хочу сказать вам с наступающим Новым годом! А когда часы пробьют полночь, я громко произнесу: «С Новым годом, друзья!» И до скорой встречи!